Спецпосланника по Украине отстранили от переговоров. Россиянин получил пожизненное в Финляндии, а ФСБ убило подростка. Эти и другие события в программе «Новости в воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Владимир Путин намерен доминировать над Украиной, так утверждают в американской разведке. С источниками, знакомыми с секретными документами, поговорили журналисты издания «Вашингтон-Пост». Известно ли об этих данных разведки Дональду Трампу, не сообщается. Однако, по словам собеседника издания, с таким типом данных президента обычно знакомят. А другой источник заявил, что, судя по всему, некоторые оценки, которые касаются непреклонности Путина, попросту раздражают Трампа. Как отмечает «Вашингтон-Пост», такие выводы разведки лишь подчеркивают сложность задачи, которая стоит перед Трампом, а также ставят вопрос о том, верно ли в Вашингтоне оценивают готовность Путина к заключению перемирия. И этот вопрос выглядит особенно актуально в свете комментариев Трампа по поводу заявлений Путина о возможном перемирии накануне. В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент назвал выступление Путина многообещающим, хотя и неполным. А еще заявил, что с удовольствием бы лично встретился или поговорил с Путиным. О том, что Трамп может быть уж слишком расположен к Путину, свидетельствуют и данные канала NBC News. Там утверждают, что спецпосланника по Украине Кита Келлога могли отстранить от переговоров по мирному соглашению из-за недовольства России. В Кремле считают, что Келлог, цитата, «слишком близок к Украине». По словам высокопоставленного российского источника канала, это оценка лично Владимира Путина, который заявил, цитата, «не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем», конец цитаты. А еще один источник, на этот раз уже в администрации Трампа, подтвердил, что действительно именно Россия не хочет привлекать к переговорам Келлога. Тот уже отсутствовал на встрече американской и украинской делегации в Джиде 11 марта. Тогда СМИ связали это с тем, что, вероятно, и другие члены команды Трампа хотят внести свою лепту в восстановление мира в Украине. ФСБ убило подростка в Харьковской области. Об этом заявили в службе безопасности Украины. В ведомстве сообщили, что им удалось задержать соучастницу теракта, который российские спецслужбы устроили в Харьковской области в феврале этого года. По данным СБУ, тогда-то российские силовики вместе с самодельным взрывным устройством устранили завербованного 15-летнего подростка. Он под видом курьера принес в часть Национальной гвардии взрывчатку, которая была оснащена механизмом дистанционной активации. В СБУ заявили, что завербовали подростка через телеграм-канал по поиску, цитата, «легких денег». Троих россиян исключат из санкционного списка Евросоюза. Как пишет агентство Bloomberg, этот шаг пролоббировала Венгрия. А источники расследовательского проекта «Система» в дипломатических кругах ЕС уточнили, что речь о министре спорта России Михаиле Дегтяреве, сестре олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой и бывшем главе Европейского еврейского конгресса бизнесмене Вячеславе Моше Канторе. Как пишет агентство Рейтер, все трое были в списке людей, снятия санкций с которых Венгрия добивалась еще в феврале. Персональные санкции против людей, связанных с Путиным, ЕС продлевает раз в полгода. Но для этого необходимо решение всех 27 стран-членов Союза. По данным издания Financial Times, Будапешт также требовал не продлять их в отношении банкира Михаила Фридмана. Однако на это еврочиновники уже не пошли. Окружной суд Хельсинки приговорил неонациста и бойца диверсионно-штурмовой группы «Русич» Яна Петровского, также известного как Воислав Торден, к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении военных преступлений в Украине. Сам Петровский все обвинения отрицал. Он утверждал, что его приезд в Донбасс в 2014 году был обусловлен некими гуманитарными соображениями. Он, мол, хотел помочь местному населению. И в боях он якобы тоже не участвовал, а только снимал пропагандистские видео. Однако за время своего участия в «Русиче» под позывным «Славянин» Петровский уже успел прославиться своей жестокостью. Он открыто заявлял о необходимости уничтожать украинцев, в том числе детей. Отрезал уши пленным, а одному из них на щеке вырезал знак «Калаврат», после чего убил. Украина запрашивала у Хельсинки экстрадицию Петровского. Однако в 2023 году Верховный суд Финляндии отказал из-за условий содержания в украинских тюрьмах. Федеральная антимонопольная служба требует от маркетплейсов Озон и Wildberries опубличить и обосновать механизмы автоакций, которые предлагают покупателям скидки за счет продавца. Об этом пишет газета «Коммерсант». Кроме того, ведомство проверяет, как устанавливаются скидки уже за счет самих платформ, что, в свою очередь, приводит к искусственному демпингу площадок. Ранее продавцы пожаловались в ФАС на то, что маркетплейсы устанавливают скидки за счет продавцов без их ведома. Теперь Озон и Wildberries получили предупреждение. До конца месяца они должны подать требуемые документы. В противном случае ФАС возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Фура перевернулась под Москвой на Ярославском шоссе в городе Пушкино у гипермаркета «Глобус». Движение в сторону области оказалось частично перекрыто. Из-за этого на магистрали всего за час образовалась 11-километровая пробка. Водитель фуры, по предварительным данным, не пострадал. И к новостям науки. В Испании, неподалеку от города Бургас, ученые обнаружили фрагменты костей самого древнего из известных в Западной Европе людей. Возраст находки более миллиона лет. Это может быть до сих пор неизвестный вид в эволюционной линии человека. И если это так, то саму историю человечества в Европе придется переписать. Впрочем, пока найденных фрагментов недостаточно, чтобы судить уверенно. Однако, по словам археологов, это открывает большое новое направление исследований. Владелец костей уже получил имя – Пинк, в честь группы Pink Floyd. Впрочем, пол Пинка определить пока не удалось. Это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. Вечером смотрите программу «Воздух», где итоги недели для вас подведет мой коллега Дмитрий Еловский. Ну а я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Берегите себя.